Хотите попасть в яркий огненный мир, где везде под ногами пламя? Он жестокий и экстремальный, но настолько чудесный, что похож на лавовую планету Мустафар из фантастической киноэпопеи «Звездные войны». Там одновременно извергаются сотни огнедышащих гор, яркие красные кольца раскаленной серы сияют вокруг лавовых озер. В небо бьют потоки расплавленной магмы, хлопьями замерзшего снега возвращаясь на поверхность. И в зависимости от типа химических реакций разными цветами радуги расцвечивают небо. В этом космическом путешествии мы познакомимся со всеми секретами маленького мира, о котором идет речь, спутника Юпитера Ио. А заодно осмотрим и другие вулканические небесные тела, известные ученым во Вселенной. Им есть чем нас удивить. Когда людям становится слишком жарко, организм охлаждается с помощью пота. Планеты зачастую для этого используют вулканы и лаву. Но где в космосе мы сумеем посмотреть на такие космические кондиционеры? В настоящее время действующие вулканы точно есть только на Земле и спутники Юпитера Ио. С них мы и начнем наше путешествие. И первой, конечно, будет Земля. Она невероятно богата вулканами. Всего, по некоторым подсчетам, на Земле 1350 потенциально активны, и еще есть огромное количество потухших. Не все они выглядят как горы, некоторые вообще не возвышаются вверх. Но если говорить о самых рослых вулканах, то всех опередил Охос-дель-Саладо в Южной Америке. Он находится на границе Аргентины и Чили, являясь частью Тихоокеанского огненного вулканического кольца. Высота конуса Охос-дель-Саладо 6893 метра. Этот вулкан считается потухшим, однако он скорее спит. Выбросы газов и серы из его жерла отметили всего 30 лет назад. Если брать действующие вулканы, то самым высоким является Мауна-Лоа на Гавайских островах. Он возвышается на 4169 метров над землей. Это щитовой вулкан, потому что по форме больше похож на щит, чем гору. В 1984 году произошло извержение Мауна-Лоа. Его потоки лавы нанесли некоторый ущерб инфраструктуре ближайшего городка Хило. К счастью, тогда обошлось без жертв. Но так бывает не всегда. Когда огнедышащие горы решают действовать, то становятся очень опасны для людей. Самое мощное извержение в истории человечества произошло в 1815 году при извержении вулкана Тамбора в Индонезии. Катастрофа унесла жизни около 71 тысячи человек, что стало рекордным количеством жертв. Выбросы огромного количества пепла, газов и лавы поднялись на высоту около 43 километров. Они закрыли Солнце, что привело к глобальному похолоданию на всей планете. В наши дни нравы вулканов не стали более мягкими. В 1985 году около 25 тысяч человек стали жертвами извержения вулкана Невада-дель-Руис в Колумбии. А в 2023 году извержение огромной горы Марапи в Индонезии унесло жизни 22 человек. Тем не менее, вулканы нельзя назвать абсолютным злом. Возможно, огнедышащие горы создали все живое на Земле. Тогда мы с вами в каком-то смысле потомки вулканов. Когда наша планета образовалась 4,5 миллиарда лет назад, она представляла собой бесплодный каменный шар, а уже через миллиард лет его заполнили микроорганизмы. Как бесплодные скалы и пески и химические вещества породили жизнь? По одной из научных версий, все могло начаться с обычной вулканической молнии. Подобные разряды образуются в облаке пепла, который вырывается из жерла вулкана во время извержения. Именно такая молния вызвала химические реакции в ранней атмосфере Земли, своеобразном супе из аммиака, метана, водяного пара и углекислого газа. Так образовались первые органические молекулы, а затем жизнь постепенно приобрела разнообразные формы, которые мы видим сейчас. С тех пор минула целая вечность. Но и в наши дни вулканические молнии по-прежнему разноцветными фейерверками вспыхивают в небе. В
Впервые такое явление зафиксировано в 79 году нашей эры вблизи Везувия. После этого ученые зарегистрировали невероятное количество вулканических молний. Их палитра включает краски от ярко-белых до оранжево-красных и синих. Они потрясающе смотрятся в контрасте с ночным небом или темными облаками пепла. У этого природного явления есть любопытный побочный эффект. При температуре разряда до 30 тысяч градусов Цельсия частицы пепла и породы, находящиеся в воздухе во время извержения, расплавляются. В результате образуются стеклянные шарики или трубочки, называемые фульгуритами. Еще во время извержений зачастую в небе появляются необычно красивые радуги. Большое количество пепла, пыли, газов, попадающие в атмосферу, взаимодействуют с влагой и облаками. Если в это время светит солнце, его лучи преломляются частицами, выброшенными вулканом. Так в небе образуется разноцветная дугообразная полоса. Впрочем, радуги быстро исчезают, зато еще одно порождение вулканов, чудесный обсидиан, может существовать практически вечно. Она рождается, когда в океане лава встречается с водой. Этот черный, коричневый, серый, зеленый, синий или даже розовый камень очень гладкий, блестящий и острый. Внешне он настолько необычный, что больше напоминает некий инопланетный минерал. В подземных лабиринтах вообще идут процессы, в результате которых образуются сотни полезных веществ. Извергаясь, вулканы выплескивают наверх эти важные для всего живого ингредиенты. А водяной пар и газы, которые они выбрасывают из жерла, обеспечивают необходимый баланс в биосфере Земли, во многом формируют ее климат. К тому же их гейзеры являются источниками геотермальной энергии. За свою долгую жизнь наш мир вообще претерпел множество метаморфоз, в которых участвовали вулканы. Материки Земли то объединялись в один суперконтинент Пангея, то вновь распадались. Каждое событие сопровождалось образованием мощных вулканических поясов, которые проходят по окраинам континентов на линиях их разломов. И кто знает, не придется ли огнедышащим горам когда-то еще раз кардинально изменить облик Земли. Эти процессы долгое время считались уникальным земным явлением. Так продолжалось до 1979 года, когда астрономы хорошенько рассмотрели Ио. Никто не ждал какого-то чуда от маленького спутника Юпитера, который лишь немного больше нашей Луны. Его диаметр составляет 3600 километров, и при этом на его поверхности ученые уже насчитали около 400 вулканов. Шлейфы от их извержений могут тянуться на десятки километров в космос и даже видны с Земли в большие телескопы. Кроме того, на Ио существует множество вулканических впадин или кальдер. Меньшие по размеру зачастую напоминают земные, однако там встречаются и гигантские кальдеры. Одна из них – рекордсмен по размеру жерла в Солнечной системе. Ее средний диаметр составляет 250 километров. Внутри этого колоссального сооружения природы могла бы разместиться небольшая страна, например, Швейцария. И еще осталось бы достаточно свободного места. Это Патера Локи, размером более 13 тысяч квадратных километров. На вулкан приходится до 10% от общего количества производимого на Ио тепла. Внутри Патеры существуют целые вулканические озера с изменчивой поверхностью. Причиной является корка из застывшей породы, которая то покрывает поверхность лавового моря, то расплавляется или тонет в нем. Попрощавшись с этим рекордсменом, можно сразу же отправиться к другому. По активности все вулканы в Солнечной системе опережает Патера Пиле, размером примерно 20 на 30 километров. Фонтан расплавленной породы высотой 300 километров бьет там минимум с 1979 года, когда его впервые увидел аппарат Voyager 1. Значительная часть этого материала падает обратно на поверхность Ио, формируя гигантское красное кольцо вокруг вулкана. Уникальная природная структура достигает диаметра 1200 километров и является самой заметной деталью поверхности спутника. Еще один гигант, Патера Пилана,
тоже принесет много впечатлений. В 1997 году там произошло одно из самых мощных извержений, продолжительностью в 157 дней. Тогда из Патеры выбросило более 3500 квадратных километров свежей лавы, которая заполнила территорию размером 125 тысяч квадратных километров. Фейерверк был настолько мощным, что увеличил яркость спутника в 2 раза. Вулканы на Ио превосходят земные по масштабу и объему извержений. По подсчетам исследователей, за несколько миллионов лет они выбросили на поверхность Луны невероятное количество вещества. Его хватило, чтобы покрыть всю Ио слоем в несколько десятков метров. Этим объясняется отсутствие на Луне ударных кратеров, характерных для других спутников Юпитера – Ганимеда и Каллисто. Они просто погребены под мощным слоем извержений. Эти данные заставили планетологов задуматься, не содержит ли Ио под своей поверхностью не просто магматические очаги, а целый океан расплавленной породы, причем размером со всю Луну. На это указывает, например, наличие у нее магнитного поля. Для его возникновения нужны жидкие электропроводящие слои в недрах Ио. Температура в этом слое, возможно, превышает 1200 градусов Цельсия, а в центрах извержений опускается до 300 градусов. Но в 2024 году, после пролета зонда Юнона на расстоянии всего 1500 километров от Ио, эта версия сильно пошатнулась. Результаты показали, что Луна, по всей видимости, не имеет подземного океана магмы. Тогда какая сила превратила Ио в территорию с мегаплотной вулканической застройкой? Во всем виноват ее большой босс. Ио движется вокруг Юпитера по эксцентричной орбите, и расстояние между ними может меняться на 3500 километров. Это означает, что гравитационное воздействие Юпитера колеблется на протяжении всей ее орбиты. Сила газового гиганта скручивает и сжимает внутренности Луны, что приводит к выделению энергии в виде тепла. Астрофизики НАСА по данным миссии измерили гравитационное поле Ио и то, как оно меняется под воздействием Юпитера с его спутниками. Если бы на Луне был внутренний океан магмы, она очень сильно деформировалась бы под действием гравитации газового гиганта. Однако измерения показали, что у Ио довольно твердые внутренности. Никакого океана магмы внутри нее при таком строении быть не может. Впрочем, Луна, скорее всего, прячет внутренние магматические карманы. Они могут подниматься и выходить на поверхность через вулканы. Причем, возможно, даже способны, как по щелчку пальцев, внезапно образовывать новые горы. Исследователи сравнили изображение Ио 2 миссий НАСА, запущенных с разницей более четверти века, и обнаружили совсем свежий, действующий вулкан. Его снимки были сделаны космическим зондом Юнона, когда он пролетал мимо Ио в феврале 2024 года. Затем эти изображения сравнили с фото той же области, полученными в ноябре 1997 года зондом Галилео. Действительно, ранее в данном месте не было никаких вулканических образований, то есть новая огненная гора появилась в какой-то момент в течение последних 27 лет. Можно сказать, возникла буквально из ничего. Сколько еще таких находок могут сделать ученые? Вулканы, похоже, возникают на спутнике, как грибы после дождя. Магматические озера на Ио тоже, кажется, бесконечны. Они впечатляют не только количеством, но и размерами. На Земле есть подобные озера, однако они представляют собой просто бассейны размером с теннисный корт. На Ио самое большое лавовое озеро дымит и плещет раскаленной породой на 230 квадратных километрах. Оно способно поглотить небольшую страну на Земле. Из этого можно сделать вывод, что Ио окутано покрывалом ядовитых вулканических газов. Нужно ли нам готовить самые крутые противогазы для прогулки по спутнику? Вряд ли, потому что с вулканическими выбросами на Ио происходят удивительные вещи. Газы не остаются вокруг спутника, а вытягиваются в тор плазмы, который опоясывает Юпитер.
Это питает линии магнитного поля газового гиганта, создавая мощные полярные сияния на его полюсах. На поверхности Луны огнедышащие горы тоже творят нечто невообразимое. Они постоянно меняют ландшафты спутника. Мы можем каждый месяц летать на Ио, и каждый раз она порадует новой впадиной или лавовым потоком. И еще своей фантастической раскраской из множества разноцветных веществ, в основном соединений серы. Иней из диоксида серы покрывает почти всю поверхность Луны, придавая ей белый или серый цвет. Многие регионы спутника сера делает желтыми и желто-зелеными, а в средних и высоких широтах радиация разбивает некоторые устойчивые молекулы серы, придавая им красно-коричневые оттенки. К тому же странные ионизированные газовые колонны порой поднимаются с поверхности Луны на высоту до 300 километров. Подобно северным сияниям, они зеленовато-голубым светом озаряют небо. Словом, в будущем туристы при полете на Ио могут услышать какой-нибудь такой прогноз погоды. Температура минус 130 градусов Цельсия, небольшой снегопад из серного иния, переходящий в сильный дождь из горячей лавовой породы. На нашей Луне прогноз будет совсем другим. Если сравнить ее с Ио, то на первый взгляд оба небесных тела не выглядят слишком похожими. Температура на Луне сильно дифференцирована. Ночью она в среднем опускается до минус 173 градусов Цельсия, а днем поднимается до плюс 127. Луна Земли бесплодна и инертна. Ио покрыта вулканами. Тем не менее, Ио всего на 5% больше по диаметру и плотности, чем Луна. Более того, в течение первых 100 миллионов лет существования у нашей Луны тоже был океан магмы. Он образовался, как предполагается, в результате бурного рождения из обломков после мощного удара о молодую Землю. После этого постепенно тепло вытекло из нашего спутника, и океан магмы затвердел. С Ио подобного не происходит. Почему же остыла наша Луна? Ученые пришли к мнению, что одного гравитационного влияния Земли недостаточно для нагрева, который создаст внутри Луны большое количество магмы. Да и столкновение с нашей планетой в прошлом, если и было, то оказалось недостаточно сильным, чтобы почти навечно запустить этот процесс. Тем не менее, вулканическая активность Луны длилась очень долго. Согласно новым исследованиям, вулканы на ней все еще извергались, когда по Земле бродили динозавры. В доказательство исследователи приводят всего лишь горсть крошечных стеклянных бусин. Их с поверхности Луны на Землю доставил китайский космический аппарат. Но как 300 маленьких камешков могут свидетельствовать о масштабных процессах на нашем спутнике? Их химический состав подсказал ученым, что на Луне были активные вулканы еще где-то 120 миллионов лет назад. Это гораздо позже, чем считалось. Более ранний анализ образцов горных пород, собранных космическими аппаратами, показал, что вулканы прекратили свое существование 2 миллиарда лет назад. Предыдущие оценки уводили еще дальше в прошлое, на 4 миллиарда лет назад. Сегодня на Луне нет подобных объектов, зато значительное количество магмы может сохраняться внутри спутника. Это отражается на его поверхности. Еще в 1610 году знаменитый астроном Галилео Галилей ошибочно принял лунные лавовые равнины за моря, и за ними сохранилось подобное название. Впервые чашеобразные углубления были обозначены как вулканы в 1665 году британским химиком Робертом Гуком. Их вулканическое происхождение подкреплялось сходством с кратерами флегрейских полей в Италии. Сейчас астрономам известно, что лунные моря — это большие базальтовые равнины, которые занимают более 15% поверхности небесного тела. Они являются наиболее очевидными вулканическими образованиями на нашем спутнике. Многие из них покрывают дно крупных ударных бассейнов и потому обычно имеют круглую форму. Основные лунные моря достигают размера 1400 километров. Их толщина порой превышает 1500 метров, что почти вдвое больше высоты знаменитого небоскреба Бурдж-Халифа.
На Луне мы также увидим многочисленные вулканические купола и конусы, которые, вероятно, сформировались иначе, чем на Земле. Поскольку гравитация Луны составляет всего 1/6 земной, вулканы там способны стрелять лавой гораздо дальше, оставляя мало раскаленной породы вокруг жерла. Вместо вулканического конуса такие лунные извержения должны образовывать широкий тонкий слой. Во время путешествия мы увидим, что лунные вулканические купола действительно редко встречаются изолированно. Они чаще всего разбросаны группами по всем лавовым равнинам. Ярким примером являются холмы Мариуса, один из крупнейших вулканических комплексов на Луне. Они состоят из нескольких конусов и куполов, которые занимают вершину широкого выступа. Согласитесь, очень похоже на земной щитовой вулкан. Комплекс возвышается на 100-200 метров над окружающими равнинами и образует лавовое плато площадью 35 тысяч квадратных километров. Это на 5 тысяч квадратных километров больше, чем территория Бельгии. Кроме этого, мы найдем в Солнечной системе еще немало вулканических объектов. Начнем их осмотр от Солнца. Меркурий. Ближе всего к нашей звезде расположен Меркурий. Стоит ли нам делать на нем остановку? Считается, что он давно утратил вулканическую активность. Планета в 3,8 раза меньше Земли и всю свою энергию исчерпала в ранней юности. Однако по итогам последних научных исследований нам стоит обратить на нее внимание. Среди данных американского автоматического зонда Messenger астрономы рассмотрели на Меркурии область относительно недавней вулканической активности. На снимках зонда виден бассейн или кратер Сергея Рахманинова, состоящий из нескольких впадин. Это один из самых молодых кратеров на планете, и там есть признаки извержения вулкана уже после формирования бассейна. Дату извержения современная наука позволяет определить, хотя и очень приблизительно. Для этого применяется метод анализа текстуры объекта. Чем больше наслоений на поверхности кратера, тем он старше. После проведения исследований оказалось, что кратер Сергея Рахманинова примерно на 2 миллиарда лет моложе, чем ожидалось. После дополнительного анализа данных зонда Messenger астрономы надеются обнаружить на планете области с еще более свежими следами вулканизма. Это, кроме всего прочего, поможет лучше понять подобные процессы на экзопланетах. Астрономы чаще всего наблюдают такие миры вблизи от их родительских звезд, как и Меркурий. Так что экзопланеты могут проявлять аналогичную с ним тектоническую активность. Венера совершенно другое дело. Там нет тектоники плит, и все равно в молодости планета обзавелась тысячами огнедышащих гор. Некоторые из них природные силы на какой-то космической кухне испекли в виде странных блинов. Они представляют собой невероятно широкие блинообразные горы, высотой в среднем лишь около километра. А как вам наткнуться на Венере на таких себе гигантских клещей? К счастью, это не какие-то мутанты-кровососы. Форму насекомых имеют некоторые венерианские вулканы. Они плоские и у основания такие же широкие, как блины. Подобные структуры диаметром от 22 до 66 километров составляют условное туловище клеща. От него лучами отходят небольшие каменистые или лавовые хребты, а также каналы, создавая нечто похожее на конечности насекомого. Так что мы увидим на Венере потрясающие инопланетные вулканические пейзажи. Дальше всего своей вершиной уходит в небо гора Маат, возвышаясь на 8 километров. Космический корабль «Магеллан», который побывал у Венеры, позволил астрономам создать уникальную 3D-карту горы. На ней выделяется кальдера на вершине. Это гигантская пропасть размером 28 на 31 километр. Внутри нее прячутся еще 5 кратеров диаметром примерно в 10 километров каждый. С вулкана спускаются ручейки редкой магмы, а главное, обнаружены свежие выбросы пепла у вершины и северного склона. Учитывая огромную жару и давление на поверхности Венеры, такие признаки указывают на тектоническую активность планеты. Недавно этому нашли еще одно подтверждение. Новый анализ снимков Магеллана помог астрофизикам рассмотреть относительно свежие потоки лавы в 2 областях на планете.
Это свидетельствует об извержениях в период между 1990 и 1992 годами. А в 2023 ученые обнаружили, что жерло одной из огнедышащих гор изменило форму и значительно увеличилось менее чем за год. Лучше понять масштабы этого явления поможет миссия Veritas, которую запустят примерно в 2031 году. Пока по результатам совместного исследования ученые из Соединенных Штатов и Швейцарии пришли к выводу, что на Венере существует 37 действующих вулканов. Они ничего не извергают, однако эти молодые вулканы не мертвые, а скорее спящие. Исследователи уточнили, что на свежую внутреннюю активность планеты также указывают кольцеобразные структуры, известные как короны. Они, вероятно, образовались в момент, когда струи горячего материала из недр планеты прорывались на ее поверхность. Короны на Венере сгруппированы в нескольких местах и не распределены равномерно по поверхности. Это дает подсказку о наиболее тектонически активных регионах. Зонд Envision, который планируется запустить на Венеру в 2032 году, будет нацелен на исследование вулканизма именно в таких областях. Если лететь дальше от Солнца и миновать Землю, то мы попадем к Марсу, который славится своими вулканами. Правда, все они давным-давно потухли и никогда больше не выстрелят в небо. Или все не так безнадежно? Давайте попробуем в этом разобраться. Самый большой вулкан на Марсе – гигант Олимп, который по площади сравним с территорией Польши. Этот чемпион по высоте среди известных вулканов Солнечной системы вершиной уходит в небо на 26 километров. Но как гигант смог вырасти до такого фантастического размера? Считается, что извержения на Марсе были гораздо продолжительнее и интенсивнее, чем на Земле. Кроме того, кора планеты ведет себя не так, как земная. Вместо того, чтобы перемещаться зонами, она остается неподвижной. В результате магма постоянно скапливается под поверхностью, пока не выстреливает вверх, образуя монстров, подобных Олимпу. В течение десятилетий он считался потухшим, но новые исследования показали, что гигант, скорее всего, просто надолго уснул. Космический аппарат Марс-Экспресс показал удивительные снимки спящего исполина. На изображениях видны древние оползни и потоки застывшей лавы, вызванные извержениями безумной силы. Склоны Олимпа распростерлись на огромной территории, превышающей площадь для сравнения земного гавайского вулканического архипелага. Особенно впечатляют размеры его кратера Йелва диаметром более 8 километров. Олимп окружает причудливая морщинистая местность. Согласно данным ESA, большое количество лавы когда-то стекало с вулкана, спровоцировав оползни. Они сталкивались со скальными основаниями, содержащими лед. Горячая лава растопила этот лед, сделав его неустойчивым. В результате часть Олимпа отделилась и начала обваливаться. Это событие сопровождалось масштабными камнепадами и оползнями, которые расползлись по окружающим равнинам. Со временем оползни удалялись от вулкана, сжимаясь и растягиваясь. В результате таких процессов возникли невероятные морщинистые пейзажи Марса. Но это еще не самая удивительная достопримечательность, которую мы там увидим. На вершине Олимпа время от времени выпадает иней. Команда астрономов Бернского университета на снимках космического аппарата Echo Mars Trace Gas Orbiter рассмотрела изморозь на вершинах горы. Несмотря на толщину в сотые доли миллиметра, пятна инея покрывают огромную площадь. Количество этой странной изморози соответствует примерно 150 тоннам воды. Ею можно залить примерно 60 олимпийских бассейнов. Олимп, несомненно, выдающаяся достопримечательность Марса. Гигант притягивает к себе внимание, и астрономы неплохо его изучили. Но некоторые не менее удивительные объекты предпочитают держаться в тени. Ученые недавно обнаружили вулкан, который ухитрялся долго прятаться буквально у них на виду, недалеко от экватора. Гора все еще ждет своего официального названия, а пока в научных кругах она известна как Ноктис. Вулкан поднимается вверх более чем на 9000 метров. Это меньше высоты 3 соседних гор, но больше, чем рост земного Эвереста.
Ширина Ноктиса составляет 450 километров, что на треть превышает аналогичный показатель Суэцкого канала. Из-за этого гора выглядит чрезвычайно размытой и не такой высокой, как в действительности. Несмотря на то, что с 1971 года его много раз фотографировали, из-за эрозии до сих пор никто не увидел в данном объекте вулкан. Ученые полагают, что Ноктис уже долгое время не активен, и под ним все еще может находиться водяной лед. А там, где есть вода, как мы знаем, порой случаются удивительные вещи. Долгая история взаимодействия тепла с водой и льдом внутри Ноктиса, возможно, даже содержит признаки инопланетной жизни. Ученые сейчас заняты ответом на этот вопрос. А мы можем двигаться дальше, на окраины Солнечной системы. Но стоит ли забираться в такую глушь? Там темно и от холода можно... Криовулканами. Вместо расплавленных скальных пород они выплевывают криолаву из воды, аммиака, метана и других веществ. Впервые это явление было обнаружено на спутнике Нептуна Тритоне. Аппарат Voyager 2 сфотографировал струи газа и пыли, которые поднимались над жерлами криовулканов на высоту до 8 километров. Выбросы изгибались и вытягивались более чем на 150 километров в длину. В Южной полярной области таких горизонтальных шлейфов насчитали около 50. Одним из крупнейших криовулканических объектов в Солнечной системе является патера Левиафана на Тритоне, диаметром около 100 километров. Этот ледяной вулкан мы увидим вблизи экватора спутника. Патера также связана с двумя огромными озерами криолавы, которая состоит из водяного льда с некоторым количеством аммиака. А на Европе спутнике Юпитера напрямую зафиксировано извержение ледяных шлейфов криовулканов. Они ведут себя примерно так же, как некоторые гигантские гейзеры на Земле. Ледяные горы Европы выбрасывают в атмосферу летучие вещества – метан, воду, углекислый газ и аммиак. Космический телескоп Хаббл сделал снимки извержения двух самых крупных криовулканов Луны Юпитера. На них заметно, что высота водяного выброса в первом случае равняется 50 километрам, а 100 – во втором. В небесный клуб владельцев криовулканов входит также Титан, луна Сатурна. Это единственный в Солнечной системе спутник с существующей атмосферой, покрытый реками и целыми морями жидкого метана. На нем также есть облака, состоящие из газообразного метана и этана. Космический аппарат Кассини нашел на спутнике несколько колодцев глубиной около 1500 метров. Скорее всего, это криовулканы. Они способны восполнять в атмосфере Луны постоянные потери метана, молекулы которого расщепляются от солнечного излучения в течение 10 миллионов лет. Криовулканы также выбрасывают на поверхность молекулы, которые могут служить материалом для развития жизни. Ученые считают, что действующие криовулканы существуют в патере, то есть впадине под названием Сотра. Ее кратер достигает диаметра 40 километров и глубины 1,5 километра. К патере Сотра примыкают два горных пика высотой 1000 и 1500 метров. У подножья гор видны застывшие потоки материи толщиной до 100 метров. Астрономы напрямую не наблюдали извержения патеры Сотра, однако химический состав материала вокруг нее свидетельствует об активности объекта. Ученые предполагают, что его извержение происходит примерно раз в 1000 лет. Криовулканы мы найдем и на некоторых более крупных объектах, карликовых планетах Солнечной системы. Космический зонд «Новые горизонты» обнаружил на поверхности Плутона две таких горы – Райт и Пикар. Они представляют собой холмы льда высотой 5-6 километров и диаметром почти 1500. Внутри гор видны очень глубокие впадины. Они являются местом, откуда вулканы извергали расплавленный метан и лед. Однако эти огромные объекты кажутся просто карликами по сравнению со странным 44-километровым кратером Киладзе. Недавно насчет этого образования ученые сделали невероятный вывод.
Кратер оказался супервулканом, вернее суперкриовулканом, поскольку когда-то он извергает не магму, а воду с разными органическими примесями. При низкой температуре на поверхности Плутона вода, конечно, быстро превратилась в лед, и это огромная загадка кратера Келадзе. Большая часть поверхности Плутона состоит из метанового и азотного льда, а в кратере вдруг оказалась обычная вода. Не является ли Келадзе ударным кратером, который возник после падения астероида? Пока никаких доказательств этой версии ученые не нашли. Наоборот, кратер окружают разломы, а сама его форма сильно неправильная. Все это похоже как раз на результаты тектонической активности. Но почему все же из кратера вылетала не лава, а вода? Пока астрономам в этом разобраться не удалось. Необычно и то, что в водяном льду вблизи кратера Келадзе присутствует аммиак. Это вещество способно снижать температуру замерзания воды, что позволяет ей сохраняться в жидком виде даже при сильном холоде. Ученых особенно заинтересовало то, что аммиак входит в состав разнообразных органических веществ, однако только наличие жидкой воды может создать условия для возникновения жизни. Есть ли она в кратере, еще предстоит уточнить. С вулканами на карликовой планете Маке-Маке, родом из пояса Койпера, тоже пока не все понятно. Солнцу трудно дотянуться до нее своими лучами. Расстояние между звездой и Маке-Маке в среднем составляет почти 45 астрономических единиц. Ландшафт того далекого мира представляет собой ледники из твердого азота и равнины из метанового льда. Этот покров ярко отражает далекие лучи звезды. Ландшафты удивительно красивы, но изюминка карликовой планеты в другом. Маке-Маке удивила астрономов своим теплом. На ней есть области с более высокой, чем ожидалось, температурой, которую трудно объяснить. Под метановым ледяным покровом средняя температура поверхности Маке-Маке должна быть около минус 233 градусов. Но на планете или около нее есть нечто более теплое. Эта область разогрета примерно до минус 126 градусов Цельсия. Определенно жуткий холод для Земли и даже для Марса. Но горячо для пояса Койпера, на окраине Солнечной системы. Может быть, на Маке-Маке есть некие темные пятнышки? Или вокруг нее вращается маленькая тусклая луна? Любые из них поглощали бы больше солнечного излучения, чем яркий метановый лед, и разогревали бы отдельные регионы того насквозь промерзшего мира. Действительно, в 2016 году у карликовой планеты был обнаружен небольшой темный спутник. Однако сам по себе он не может объяснить странный теплый всплеск в инфракрасном излучении Маке-Маке. Тем более, что он оказался более высоким, чем первоначально предполагали астрономы. Это показали недавние наблюдения с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб. Ученые строят различные гипотезы по поводу тепловой аномалии. Возможно, на Маке-Маке есть своя горячая точка. Скорее всего, там действуют криовулканы, которые перекачивают тепло из более теплых недр на поверхность объекта. Если судить по окружению Солнца, вулканов в далеком космосе должно быть очень много. Однако на гигантских расстояниях, в глубинах Вселенной, астрономы практически лишены возможности их рассмотреть. Тем не менее, по косвенным признакам ученые уже обозначили некоторые вулканические миры. Международная группа исследователей с помощью телескопа Джеймс Уэбб изучила атмосферу экзопланеты L98-59d из созвездия Летучей Рыбы. Там обнаружены соединения серы, указывающие на бурную вулканическую активность. L98-59d по космическим меркам наша соседка. Это одна из 5 подтвержденных экзопланет Красного Карлика в 34,6 световых годах от Земли. Она представляет собой суперземлю, массой в 1,52 раза и радиусом в 1,94 раза больше земных. Экзопланета совершает полный оборот вокруг своей звезды за 7,5 дней. Температура поверхности L98-59d составляет 143 градуса Цельсия, то есть там царит настоящий ад.
Основываясь на средней плотности L98-59d, исследователи предположили, что это океанический мир, в котором вода и водяной лед составляет значительную часть массы. Но в эту концепцию не вписывалась безумная жара. Ситуацию прояснили последние наблюдения с помощью телескопа Джеймс Уэбб. Результат представил совершенно иную картину. L98-59d может быть вулканическим, а не водным объектом. Как это удалось узнать? Дело в том, что L98-59d является транзитной экзопланетой. Каждый раз, когда она проходит на фоне своего красного карлика, часть звездного света движется через ее атмосферу. Уэбб выделил этот свет и получил его спектр. В нем ученые не нашли следов углекислого газа или водяного пара. Вместо этого атмосфера L98-59d оказалась богата диоксидом серы и сероводородом. Их присутствие указывает на бурную вулканическую деятельность, похожую на то, что мы видели на Ио. Такая активность может быть спровоцирована близостью L98-59d к своей звезде, а также гравитационными взаимодействиями с ближайшими экзопланетами. Соседки растягивают ее недра, расплавляя их и вызывая сильные извержения. Ученые даже допускают, что поверхность L98-59d может быть покрыта океаном магмы. Огненный ад астрономы недавно нашли еще на одной каменистой экзопланете. Поверхность того далекого мира, вероятно, покрыта большим количеством извергающих лаву гор, что делает его похожим на Ио. Экзопланета вращается вокруг небольшого красного карлика LP-791-18, расположенного на расстоянии 90 световых лет от нас в направлении созвездия Чаша. По своим размерам и массе она напоминает Землю, однако оба мира никак нельзя назвать двойниками. Дело в том, что орбита LP-791-18d проходит на очень небольшом расстоянии от звезды. Она совершает один оборот вокруг своего родительского светила всего за 2,8 дня. Из-за этого экзопланета, скорее всего, постоянно повернута одним и тем же полушарием к своей звезде. Впрочем, подобная ситуация обычна для небесных тел в системах красных карликов. Их планеты не страшит чрезмерная близость к своим относительно тусклым и холодным звездам. LP-791-18d привлекла особое внимание астрономов другим своим свойством. Ее орбита просто уникальна. Во время вращения вокруг звезды планета периодически сближается с намного более массивной соседкой LP-791-18c. Минимальное расстояние между двумя объектами составляет всего 1,5 миллиона километров. Это в 3 с лишним раза меньше минимально возможной дистанции между Землей и Марсом. Каждое такое сближение оказывает мощное гравитационное воздействие на LP-791-18d, вытягивая ее орбиту и деформируя саму планету. Расчеты исследователей показали, что встряски приводят к образованию значительного количества тепла в недрах планеты. Скорее всего, оно выбрасывается на поверхность благодаря вулканической активности. По этой причине LP-791-18d может напоминать Ио с ее гигантским количеством вулканов. Они немыслимо раскаляют дневную сторону экзопланеты. Однако благодаря бурной вулканической активности LP-791-18d может обладать значительной атмосферой. Вполне вероятно, что ее ночная сторона достаточно прохладна для конденсации воды. Так это или нет, станет понятно в ходе будущих наблюдений при помощи более мощных телескопов. Но уже с помощью современной техники астрономам удалось добиться, казалось бы, невозможного. Они нашли родную сестру Ио, далекую экзолуну, вероятно, просто набитую вулканами. Этот спутник экзопланеты ВАСП-49b из созвездия Зайца, которое находится на расстоянии 636 световых лет от Земли. На сегодняшний день астрономам не довелось напрямую наблюдать ни одну экзолуну. Подобные объекты слишком малы и тусклые, чтобы их увидели современные телескопы. Тем не менее, экзолуны могут выдавать косвенные признаки. Одним из них являются вулканические выбросы.
С их помощью в поле зрения астрономов и попала экзолуна. Еще в 2017 году было обнаружено натриевое облако вокруг экзопланеты WASP-49b. Это газовый гигант размером с Сатурн, который вращается вокруг желтого карлика в 635 световых годах от Солнца. И WASP-49b и ее звезда состоят в основном из водорода, а также гелия. Ни один из этих объектов не содержит достаточно натрия, чтобы объяснить наличие облака. Оно, похоже, образуется из источника, производящего примерно 100 тонн натрия в секунду. Впрочем, даже если звезда или экзопланета могли бы наладить подобное производство, неясно, какой механизм мог бы выбрасывать натрий в космос. Команда астрономов нашла несколько доказательств того, что облако создается вулканической экзолуной. Например, они дважды зафиксировали внезапное увеличение облака, словно какие-то силы заправляли его во время прохождения рядом с экзопланетой. Ученые также наблюдали, как облако обгоняет WASP-49b. Это можно объяснить тем, что сгусток натрия порождает тело, которое летит по небу независимо от экзопланеты и быстрее ее. Орбитальный период WASP-49b составляет 2,8 дня, но облако появляется и исчезает за звездой или за планетой, казалось бы, через нерегулярные промежутки времени. Используя моделирование, астрономы доказали, что все это проделки вулканической экзолуны, которая за 8 часов совершает орбитальный оборот вокруг планеты. Спутник объясняет наличие натриевой туманности и все ее характерные особенности. Это наверняка удивительная Луна, хотя, к сожалению, ей предрекают трагический финал. Расчеты показывают, что быстрая потеря массы в сочетании со сжатием под действием гравитации газового гиганта приведет к распаду экзолуны. После путешествия к относительно темной, хотя и вулканической экзолуне нас ждет еще очень яркий, просто пылающий бонус. Мы посмотрим на некие удивительные извержения нетрадиционных вулканов и даже не их криоколлег. Отправимся прямо на звездную тусовку, где некоторые светила сильнее самых мощных вулканов зажигают в небе. Прежде всего, побываем в гостях у красного гипергиганта RW Цефея на расстоянии примерно в 11,5 тысяч световых лет от Земли. Это одно из самых больших светил Млечного Пути. RW Цефея настолько велика, что на месте Солнца ее внешние слои достигли бы орбиты Юпитера. Однажды астрономы заметили, что с гигантским светилом что-то не так. По неизвестным причинам оно быстро теряет яркость. За последние несколько лет звезда прикрутила свой свет буквально на треть. Затухание кажется намного большим в видимом спектре по сравнению с инфракрасными. Это свидетельствует о том, что звездный свет был затуманен микроскопическими облаками пыли, которые блокируют видимость объекта наблюдений. После более детального анализа данных телескопов астрономы обнаружили грандиозное извержение частиц с RW Цефея. Материал после выброса образовал газовое облако, которое снизило видимость большой части красного гипергиганта. Дальнейшие исследования показали, что RW Цефея пережила огромное извержение, выбросив в космос гигантский сгусток газа. Постепенно облако охлаждалось и создавало рои пылевых частиц. Теперь эта туманность удаляется от звезды, и ее окрестности очищаются от газа и пыли до следующего извержения. А звезда Ар-Водолея только что по астрономическим меркам пережила масштабный взрыв. На фотографиях космического телескопа Хаббл видна туманность с нитями газа в виде спирали. Это потрясающее облако возникло после выброса материи в результате катастрофы. Ар-Водолея расположена на расстоянии 700 световых лет от нас. Она представляет собой пару звезд, которые находятся на разных стадиях эволюции. Одна из них является красным гигантом, который в 400 раз больше и в 5000 раз ярче Солнца. Великан уже заканчивает свой жизненный путь, поскольку в его недрах прекратился синтез гелия из водорода. Другая звезда оказалась маленьким белым карликом, то есть плотным ядром уже потухшего светила. Ее обогревает лишь остатки внутреннего тепла, которое постепенно рассеивается по космосу. Пара состоит в очень сложных, взрывоопасных отношениях.
Орбитальный период белого карлика составляет 44 года. Когда во время этого цикла он приближается к красному гиганту, то с помощью гравитации сдирает материю с огромной звезды. Постепенно карлик накапливает на своей поверхности критическую массу этого вещества. Тогда в его недрах запускается термоядерный синтез, и звезда взрывается как мощная водородная бомба. Ученые называют Ар Водолея звездным вулканом. Его извержение выбрасывает потоки газа, которые улетают в космос на расстоянии до 400 миллиардов километров. Это в 1000 раз дальше, чем Земля находится от Солнца. Да, вулканизм и сходные с ним процессы, несомненно, очень крутая вещь. Они прекрасные и жуткие одновременно. Вулканы способны разрушить что угодно, однако без них невозможна жизнь на Земле. И, вероятно, они сделали обитаемыми еще какие-то далекие миры. Ученые обязательно их найдут, ведь с каждым годом открывают все больше вулканических небесных тел. К последним находкам относится экзопланета Тои 6713.01 из созвездия Летучей Рыбы в 35 световых годах от нас. О ней пока мало что известно, однако этот мир успел удивить астрономов. Под действием гравитации звезды и 2 соседних планет он настолько раскалился, что начал светиться. Астрономы считают Тои 6713.01 очень активным вулканическим миром. Он может оказаться даже мощнее спутника Юпитера Ио. Это будет здорово. Появится еще одна великолепная локация для будущих космических путешествий.